Привет, друзья! Давненько у нас дома не было хороших, качественных, мясистых, мужицких таких рецептов. И сегодня мы это наверстаем. Сегодня мы будем готовить рульку. У меня, как всегда, от дяди Карена. Ну, в смысле, вы все время смеетесь, что у меня ребрышки дяди Карена, рулька от дяди Карена там. От дяди Карена ничего не осталось. Разумеется, у меня свиная рулька на 1,8 килограмма, хорошая, добротная, от задней ноги. Сегодня приготовим ее, сначала сварим, потом запечем в духовке. Без пива. Многие не любят готовить рульку с алкоголем. Кто-то просто не любит за аромат, кто-то просто, у кого-то нету пива. В общем, сегодня все равно будет очень вкусно. Покажу, как это сделать красиво и ароматно. Вот такая шикарная рулька. Немножко ее, как всегда, дополнительно горелочкой после рынка пройдусь. Здесь уже видно, что она опаленная, но на всякий случай. И немножко пошкрябать ножом. Если есть какая-то грязь, она уберется. И отправляем рульку в холодную воду. И теперь добавляем к ней ароматные добавки. Первым делом морковку. Можно ее просто немного крупно порубить. Две крупные луковицы. Три зубчика чеснока. Лавровый лист. Хорошенько все посолить. И соли обязательно добавляйте с избытком, чтобы бульон был максимально концентрированно солен. Ну, не сильно прям пересолен, но прям побольше. Обычно где-нибудь 20 грамм на килограмм и мяса, и воды. Рульку мы с вами предварительно не мариновали, и это нужно для того, чтобы она просолилась во время варки, для того, чтобы соль прошла в самую глубину. Так мясо получится намного вкуснее. И обязательно добавляем перец горошком. Вот так. И вот теперь моя основная хитрость для того, чтобы не использовать пиво, но все еще добиться красивого цвета, потому что многие используют темное пиво, оно дает такую своеобразную темную корочку у шкурки на рульке, особенно во время ее последующего запекания. Мы для этого будем добавлять побольше луковой шелухи. Остается у вас от лука? Хорошо. Нет? Пошли в ближайший магазин «Пятерочку», там, «Магнит» куда-нибудь. Купили 2 луковицы и еще полпакета накидали из ящика луковой шелухи. Продукт бесплатный. И скидываем туда. Главное, хорошенько ее промойте, если лук был грязным. И теперь я обязательно добавляю несколько штучек чернослива и буквально 2 звездочки гвоздики. Часто используются во всяких барбекю соусах, они именно подчеркивают, скажем так, дымный аромат. У них что-то есть схожее с ароматом копчения, поэтому здесь они будут как никогда к месту. Гвоздичка и немного чернослива. Все. И вот в таком виде это варево я отправляю на конфорку. Я сейчас уберу ее назад за себя, чтобы она мне не мешала снимать другие рецепты. И часа 2,5 доведу до кипения и буду томить на медленном огне, для того, чтобы она хорошенько растомилась и начала буквально отходить от костей. Но нам остается подождать. Ну что, друзья, рулька варилась, растомилась, она максимально мягкая. Посмотрите, какой красивый цвет шкурка приобрела за счет чернослива и луковой шелухи. Я ее заранее выключил, чтобы она чуть-чуть подостыла и с ней было удобнее работать. И вот она. Просто даже боюсь поднимать за кость, потому что она просто выскользнет. Мы сейчас сразу подготовим соус, которым будем ее глазировать. После чего подготовим гарнир, на который выкладывать запекать. Здесь все максимально просто. В емкость блендера отправляю 3 зубчика чеснока, немного сладкой горчицы, столовую ложку соевого соуса, немного растительного масла и столовую ложку меда. И пробиваем все блендером. Получается шикарная кремовая глазурь для обмазки рульки. Пока оставлю ее в сторону, пускай все объединяется, мы измельчаем квашеную капусту. Я слил с нее максимально рассол, чтобы она была по суше. И для того, чтобы ее приятнее и удобнее было есть, ее немножечко можно еще порубить. И все отправляем в лоток для запекания. Для того, чтобы она была повкуснее, немного ее присолим, и я добавляю семена тмина. Если вам не нравится его аромат, то можно просто не добавлять или, например, добавить крупный дробленый перец. Чуть-чуть присолить. И тмин.
Все, капусте больше ничего не потребуется. Выкладываем на нее рульку. Аккуратно извлекаем нашу рульку из бульона. Вот так. И полностью со всех сторон обмазываем ее глазурью. Дополнительная ароматная корочка пойдет ей только на пользу. Остатки соуса можно распределить по капусте. Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем туда запекаться нашу рульку на 20 минут. После этого ее можно подавать к столу. Ну что, друзья, вы только посмотрите, какая она красивая. Вся глазурь впиталась, равномерно покрывает ароматным слоем нашу рульку. Она нежная и мягкая. Это рулька для тех, кто любит пожевать. Ну, в смысле, точнее, кто не хочет хрустеть, потому что есть рульки с хрустящей шкуркой. Такой рецепт есть у меня на канале, можете его посмотреть, подсказку оставлю здесь. Там прям такая, как чипсы хрустящие. Это же такая, как упругая жвачка, ее приятно есть. Особенно для тех, у кого есть какие-то проблемы с зубами. Подпеченная квашеная капуста – идеальный гарнир для такой рульки. Если кому-то нравится, сами понимаете, что здесь может стоять и бокальчик пенного. Ну а мы с вами давайте попробуем. Это просто нежнятина. Друзья, если этот рецепт вам понравился, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Вы очень помогаете этим нам в развитии нашего канала. Ну а свои фотоотзывы присылайте к нам в группу в Телеграме или группу ВКонтакте. А сейчас давайте пробовать. Надо обязательно взять кусочек мяса. И кусочек шкурки. Аромат фантастический. Аромат фантастический.